Nissan не придумал электромобили, это факт. Но именно их Leaf стал первым по-настоящему массовым электрокаром, который 15 лет назад открыл дорогу всему электрическому будущему. Сегодня продано уже почти 700 тысяч таких машин. Да, внешний вид у него был довольно необычный. А запас хода не впечатлял, поэтому со временем Leaf уступил место более крутым и современным конкурентам с дальнобойными батареями, стильным дизайном и интересными салонами. В общем, на фоне всех этих новинок Leaf немного потерялся. Но списывать японцев с дистанции еще рано. Nissan решил напомнить всем, кто тут был первым и выходит с третьим поколением Leaf. И, честно говоря, это уже совсем не тот старый Leaf. Компания показала, что умеет меняться и идти в ногу со временем. Новый Nissan Leaf третьего поколения задумывали еще 4 года назад, когда показали первый тизер. Но из-за проблем в компании разработка немного затянулась. И вот, наконец, новый Leaf полностью готов и официально рассекречен. Leaf третьего поколения – это уже не тот привычный хэтчбэк, который мы знали раньше. Nissan сделал его с кроссоверным силуэтом, стильный, динамичный, с классной аэродинамикой. При этом выглядит современно. А главное, запас хода теперь около 600 километров. Внутри Nissan Leaf все серьезно. Современные технологии и батареи с увеличенной емкостью. И вот он, шанс для Leaf снова заявить о себе и вернуть внимание на рынке электромобилей. Итак, главное новшество – кардинальная смена сегмента. Привычный хэтчбэк остался в прошлом. А на его месте появился стильный и стремительный кроссовер с покатой крышей в стиле фастбэк, отмечает компания. Такой формат не просто дань моде, а помогает рассекать поток воздуха эффективнее, что особенно важно для электромобилей, где каждая капля аэродинамики превращается в лишний километр хода. В европейской версии коэффициент аэродинамического сопротивления всего 0,25, тогда как в американской и японской 0,26. У предыдущего Leaf было 0,29. Такой результат достигнут благодаря внимательной доработке кузова, адаптированной под каждый рынок, от формы зеркал до дизайна дисков. Спереди острые светодиодные фары создают легкую улыбку под глянцево-черной панелью, а подсвеченный логотип привлекает внимание. Большая черная решетка предыдущей версии исчезла, а радар системы помощи водителю теперь спрятан в бампере. Но главное внимание точно притягивает задняя часть. Покатая крыша плавно переходит в острый спойлер на черной панели с крупными фирменными буквами и яркими фонарями. Чистые линии, скрытые ручки задних дверей и черные пластиковые накладки в нижней части кузова придают современный и стильный вид. Авто оснащают новыми 18 или 19-дюймовыми дисками. Несмотря на то, что новый Leaf относится к классу кроссоверов, он оказался чуть компактнее своего предшественника. Его длина сократилась на 140 мм. Теперь это 4350 вместо прежних 4490, а колесная база уменьшилась всего на 1 см до 2690 мм. Но при этом Leaf стал немного выше и шире. Высота выросла также на 1 см и теперь составляет 1540 мм, а ширина увеличилась сразу на 22 мм до 1870. Даже дорожный просвет слегка уменьшился с 155 мм до 135. Этим компания намекает, что это городской субкомпактный кроссовер. Что касается веса, то он варьируется в пределах от 1790 до 1940 килограммов. Новинка построена на той же современной платформе CMF-EV, что и Nissan Ariya. Спереди проверенная подвеска Макферсон, сзади многорычажка для большей плавности хода. Новый Leaf продолжает традиции своих предшественников, только передний привод. Но вот что действительно радует – базовый электродвигатель получил заметный апгрейд. Теперь это 174 лошадиные силы и 345 ньютон-метра крутящего момента, что ощутимо больше прежних 147 сил. Батарея тоже стала мощнее – 52 киловатт-часа против прежних 40, которая обеспечивает теперь запас хода 436 километров за циклом WLTP по сравнению с предыдущими 270 километрами.
Разгоняется такая версия за 8,6 секунд до первой сотни. Более мощная версия теперь выдает все те же 214 лошадиных сил, но получила приятный бонус – 15 дополнительных ньютон-метров крутящего момента, в сумме их теперь 355. Главное достоинство этой силовой установки – увеличенная на 15 кВт-часа батарея, теперь общая емкость достигает 75. Это позволяет уверенно проезжать до 600 км на одной зарядке. Разгон до сотни у более мощной версии занимает всего 7,6 секунды, а максимальная скорость у обеих версий ограничена на показателя 160 км в час. Запас хода стал больше благодаря улучшенной системе рекуперации энергии и умному управлению температурой батареи. Есть классная функция, которая с помощью навигации подстраивает охлаждение батареи в зависимости от условий движения. Тепловой насос идет в стандартной комплектации в обоих версиях, а дополнительный нагреватель батареи можно добавить опционально. При этом Nissan заявляет, что при оптимальных условиях и умеренной езде Leaf в среднем тратит около 14 кВт-часа на 100 км. Еще один плюс – быстрая зарядка постоянным током мощностью 105 или 150 кВт, в зависимости от размера батареи, благодаря которой заряд с 20 до 80% занимает всего около 30 минут. Это примерно 417 км в дальнобойной версии, но при этом на шоссе при скорости 130 км в час этот показатель сокращается до 330 км. Новый Leaf теперь умеет больше. С функцией двунаправленной зарядки он может отдавать энергию другим устройствам. Например, можно подключить чайник, фонарь или даже электрический гриль и пользоваться ими на природе во время пикника. Салон выполнен в минималистичном стиле, где все подчинено удобству и современному восприятию. Центральным элементом интерьера стал монолитный дисплей, который может включать два экрана, либо по 12,3, либо по 14,3 дюйма каждый, в зависимости от комплектации и региона. Интеграция Google делает автомобиль еще умнее. Прямо с экрана можно пользоваться картами, ассистентом и загружать приложения. Но при этом дизайнеры оставили ряд физических кнопок и переключателей. Они управляют важными функциями вроде громкости, выбора режима движения и рекуперации энергии. Салон радует вниманием к деталям. Никаких надоедливых глянцевых панелей, только приятные на ощупь материалы. Тканевая отделка обволакивает не только сиденья, но и дверные карты, включая заднюю часть, создавая уют и визуальную легкость. А широкая полоса искусственной кожи элегантно пересекает всю переднюю панель. Внутренняя отделка доступна в черном или белом цвете с фиолетовыми акцентами. Дополняет комфорт в салоне окружающая подсветка. В топовых версиях модели доступна премиальная аудиосистема Bose с 10 динамиками, включая встроенное прямо в подголовнике передних сидений. Особое внимание заслуживает затемняемая панорамная крыша с теплозащитой, установленная впервые в Nissan. Благодаря встроенной технологии полимерных дисперсных жидких кристаллов, она позволяет одним нажатием кнопки регулировать уровень света от полного прозрачного вида до комфортного затемнения, обеспечивая комфорт в любое время года. Несмотря на компактную внешность, новый Leaf удивляет простором внутри. Передним пассажирам теперь доступно больше места для бедер и плеч, а также немного больше пространства для ног. Правда, высота потолка спереди слегка уменьшилась на 33 мм до 1013. Зато на втором ряду пассажиры получают дополнительно 226 мм для ног, в сумме это 1077. При этом сидящие сзади тоже могут рассчитывать на расширенное пространство в плечах и бедрах. При сложенных задних сиденьях он теперь способен принять до 1586 литров груза, против прежних 850 литров. При этом с поднятыми сиденьями багажник остается просторным – 437 литров, всего на 2 литра больше, чем у предыдущей модели, и это несмотря на уменьшенную длину автомобиля. Nissan Leaf оснащен продвинутыми системами помощи водителю, автоматическое экстренное торможение, предупреждение о лобовом столкновении и контроль слепых зон.
Кроме того, ProPilot Assist включает интеллектуальный круиз-контроль, удержание полосы и мониторинг внимания водителя. Кроссовер также будет предлагаться с 3D-монитором кругового обзора с 8 точками и визуализацию дороги в реальном времени для удобства в сложных маневрах. Широкоугольный фронтальный обзор помогает видеть припаркованные машины и другие препятствия. Первым и главным рынком для электромобиля Nissan Leaf третьего поколения станут США. Там продажи машин японского производства начнутся уже этой осенью. Лифы для Европы станут поступать с завода в Великобритании. Предзаказы можно будет оформить в конце осени. А вот первые автомобили покупатели смогут получить только весной 2026 года. И хотя Nissan пока не раскрыл цены, представители компании заявили, что их цель – оставаться доступными. К примеру, Nissan Leaf предыдущего поколения в странах Евросоюза предлагался по цене в районе от 27 тысяч евро. На этом у нас все, но впереди еще много интересного. Друзья, ваш лайк и подписка – это как полный бак для нашего канала. Поддержите нас, чтобы мы продолжали радовать вас новыми обзорами. Делитесь своим мнением в комментариях, это помогает нам делать контент еще интереснее. Желаем вам только удачных дорог, полного бака и комфортных поездок. Оставайтесь с нами, до скорой встречи на канале.